Здравствуйте, друзья! С вами Дина, и я приветствую вас у себя на кухне и на канале «Коллекция рецептов». Многие из нас любят шоколад, а шоколадный торт – это особенное удовольствие. Такие торты готовят с добавлением шоколада или какао. Существует множество рецептов шоколадных тортов. Сегодня приготовим шоколадный бисквит из простых продуктов, а самое главное, что корж, приготовленный по этому рецепту, получается высокий, очень вкусный, умеренно влажный, с насыщенным шоколадным вкусом. Для формы диаметром 20 см нам потребуется для коржа 260 мл молока, 300 г сахара, 235 г муки, 60 г сливочного масла, 65 г какао-порошка, 2 яйца, 60 г оливкового масла, 1 столовая ложка 6% винного уксуса, 2 чайные ложки ванильного экстракта, 1 чайная ложка соли и 1,5 чайные ложки соды. Для глазури 35 граммов какао-масла, 65 граммов какао-порошка, 100 мл сливок 33% жирности, 50 граммов сахара. А для формы мука, сливочное масло и пекарская бумага. Какао-продукты для этого рецепта предоставила компания Royal Forest, поставщик натуральных эксклюзивных продуктов. Для подписчиков моего канала интернет-магазин Royal Forest дарит купон со скидкой 20% на весь ассортимент своей продукции. Ссылка на сайт компании Royal Forest, а также купон со скидкой в описании под видео. Приступаем к приготовлению. Для начала подготовим форму. У меня неразъемная форма из нержавейки диаметром 20 см. Смазываем бортики сливочным маслом. Присыпаем их мукой. Лишнюю муку нужно стряхнуть. А на дно формы укладываем пергаментную бумагу, вырезанную по диаметру. Форма подготовлена, отставляем ее в сторону. Сейчас займемся приготовлением коржа. Для этого в чашу миксера высыпаем все сухие ингредиенты: сахар, муку, какао, соль и соду. Устанавливаем насадку лопатка и перемешиваем на небольшой скорости до однородной массы. Приготовить тесто можно с помощью планетарного миксера, ручного или воспользоваться обычным венчиком. Теперь очередь жидких продуктов. В чашу добавляем яйца, растительное масло, у меня оливковое, мягкое сливочное масло и ванильный экстракт. Включаем миксер на самую маленькую скорость и, не прекращая перемешивания, вливаем тонкой струйкой молоко. Как только масса достигнет однородного состояния, в самую последнюю очередь вливаем 6% винный или яблочный уксус. Еще немного перемешиваем, и наше шоколадное тесто готово. Вот такое оно получилось. Переливаем тесто в заранее подготовленную форму и сразу же отправляем в разогретую духовку, температура в которой 180 градусов. Выпекается корж примерно 50-60 минут, но уже через 40 минут необходимо проверять готовность коржа деревянной шпажкой, прокалывая его вертикально в самом центре. Во время выпекания может появиться бугорок, и корж, скорее всего, потрескается. Это нормально, так как объем теста увеличивается практически в 2 раза, и структура у коржа получается очень пористая. У меня корж выпекался 60 минут при температуре 180 градусов. Он полностью готов, достаем его и оставляем на столе на несколько минут отдохнуть. Переворачиваем на решетку вверх дном еще горячий корж. Снимаем форму и удаляем пергаментную бумагу. В таком виде даем ему полностью остыть. Высота моего коржа 7 см. Это отличная основа для торта с кремовой прослойкой. Но в этот раз я просто покрою его глазурью. А пока наш корж остывает, приготовим шоколадную глазурь. Берем чашу, в которой и будем ее готовить. Выкладываем в нее какао-масло. Вот так оно выглядит. Очень твердое, с необыкновенным шоколадным ароматом, и растапливаем его на водяной бане или в микроволновке. В растопленное масло добавляем сахар, хорошо перемешиваем и высыпаем какао.
Перетираем массу до однородного состояния. Чтобы получить настоящий шоколадный вкус, старайтесь выбирать качественное какао. Отдельно в микроволновке доводим до кипения сливки жирностью не менее 30% и добавляем их такое количество, чтобы глазурь по консистенции была похожа на горячий шоколад. Устанавливаем на тарелку решетку с коржом и покрываем его шоколадной глазурью. Распределяем ее по всей поверхности, создавая так называемые подтеки. Даем глазури немного остыть и перекладываем корж на блюдо. Оформляйте торт по своему усмотрению. Замечу, что по вкусу этот торт великолепно сочетается со свежими или замороженными кисло-сладкими ягодами – вишней, малиной, ежевикой, смородиной и голубикой. Также можно оформить торт кусочками натурального шоколада, орехами, кокосовой стружкой – все по вашему желанию. Вот такой замечательный шоколадный торт у нас получился. А прежде чем разрезать торт, напомню, что ссылочку на интернет-магазин Royal Forest и купон со скидкой 20% я оставила в описании под видео. Рекомендую зайти на их сайт и ознакомиться с широким ассортиментом натуральных продуктов. А сейчас давайте разрежем торт. Корж очень мягкий, легко режется, прекрасно держит форму, при этом влажный, пористый и максимально шоколадный. Аромат у этого торта просто необыкновенный. Вы это почувствуете еще во время выпекания. Если вы планируете из такого коржа приготовить торт, то рекомендую полностью остывший корж обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Он станет еще более влажным, упругим и мягким. Преимущество этого коржа в том, что в таком виде он может храниться 3-4 дня и станет только вкуснее. Рекомендую приготовить этот шикарный торт с насыщенным шоколадным вкусом как на праздничный стол, так и без всякого повода. Желаю всем приятного чаепития. Если вам понравился рецепт этого шоколадного торта, ставьте пальчик вверх, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты вкусных тортов и десертов. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.